Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре два сорта: волна и океан. Какой океан, как говорится, без волны? Я решила их, так сказать, вместе отснять и сравнить. Давайте начнем. Эти сорта я заказывала у Анюты Самко. Океан. Очень красивый, смотрите, какая прелесть, какие разводы. Очень красивый, такой цвет бледно-голубой, с такими красно-оранжевыми разводами. Видите, прелесть какая. Ну, не сильно морает руки. Плотненькая, чувствуется, что плотненькая. Цвет приятный, но вот он весь в разводах. Такой, знаете, постельно-голубой, слегка серым оттенком. Давайте пробовать. Угу. И когда ее откусываешь, сразу яркий вкус. Угу. Скрипит. Скрипит местами. То есть вот у этого кусочка сейчас откусила местечком, практически скрипа нет. Кстати, она похожа на сорт Радуга. Вот у Радуги, кстати, такие же разводы. Откусывается несложно, с глухим хрустом. Поначалу сухая, затем такую жирную массу. Ну, сейчас еще от этого кусочка кусанем. Очень быстро растворяется. Залипание есть, но не очень, не критичное, не сильное. У этого сорта очень странный вкус. Вкус яркий, но и в то же время его сложно описать. А вот при укусе, когда только ее кусаешь, пыльный меловой вкус. Даже к извести. А ее разжевываешь, появляются ноты мокрой земли, слегка свежести. Легкой сливочности, многогранный, интересный вкус. Вот не похоже ни на что, но мне отдаленно напоминает мрамор. Вот отдаленно он напоминает мрамор.
Сорт очень вкусный, но почему я не буду больше его брать? Потому что он скрипит. И вот эти вот частички, они крупные, и они очень сильно ощущаются на зубах. То есть, где вот, от какого-то кусочка я откусывала, там было не так критичный скрип, и она классная. Но вот с такими большими скрипучими частичками нет. Скрип все портит. А так очень вкусная, меловая, ну, вкус меловой, побелочный, пыльный, мокрой земли. У нее вкус открывается по мере разжевывания, по мере намокания. То есть сначала она сухая, прям вот как мел откусил. А затем уже при намокании она открывает свой основной вкус. И вот в послевкусии выходит такая легкая нотка сливочности, ненавязчивая. Красивый, ну классный, правда, вот очень красивый сорт, но скрипучий. Переходим к следующему. Волна. Волна, конечно, резко отличается. Во-первых, она намного тяжелее. Цвет серый. Прям очень серый. Чувствуется, что она будет жирная, так как она поблескивает. Встречаются оранжевые вкрапления. Он такой очень плотный, как камень в руки взял. Видите? И она, не сильно пыльная. Ну что, давайте пробовать. А откусывается она легко. Залипашка. Вкус шикарный. Залипание, как у киргизских сортов, наподобие фиолетовое, гранит, радужное. Вот. А еще вот напоминает мне по залипанию дюшес. Я понять вот не могу, скрипит она или это у меня скрип от океана остался. Уже я не чувствую, чтобы прям так, есть легкое поскрипывание, но не критичное. Скрип есть, но не так, как в океане. Если в океане крупные частички скрипят, то в волне очень мелкие. Эти два сорта по вкусу резко отличаются, но эти два сорта имеют яркий, насыщенный вкус, многогранный. Все залипло. Мы сейчас еще от этого кусочка откусим. Моментально залипает. При укусе сухая. Вот раз-два жевнул, все, она растворилась и моментально прилипла. Когда разжевываешь, она образует потом такой тугой
жирный комок. Поводу волны. У этого сорта вкус яркий. При укусе она суховатая. И сразу чувствуется земля. Причем такая влажная, черная, после хорошего ливня земля. Начинаешь ее разжевывать, она намокает, очень сильно прилипает и к небу, и к зубам. А затем собирается в комок. В такой жирный, тугой комок. Скрипит, но скрип не такой сильный, как у океана. То есть он, как вам объяснить? То есть вы сначала его чувствуете, пока она сухая. При намокании она образует вот этот жирный комок. И как бы он скрадывает вот этот скрип. Вкус описать, конечно, сложновато. Тем, что поначалу это прям земля землей мокрая. По структуре она как свечка восковая, но вкуса мыла и свечки нет. Вот что у океана, что у волны есть одна вкусовая нота на двоих. Это вы знаете, как не специи, а такой жухлой травы. Угу. Так вот, когда листва опадет, вот сейчас листва опадает, ее намочить, и вот такой вот запах слегка жухлой травы. Вот у них у обоих есть. Но это не вкус сырости. Она приятная, эта нотка, травянистая. Такая вялой травы. Кто на сенокосы ездит, тот знает, как пахнет сено, когда его в тюке сворачивают и ставят на просушку, оставляют. Вот от сена идет вот такой запах. И вот у этих двух сортов есть такая легкая нотка скошенной подвяленной травки, так сказать. В общем, ну что я могу сказать? Да, сорта, как бы, кто не боится скрипа, попробуйте. Вкусы у них, конечно, обалденные. Как по мне, но из океана, естественно, мы сделаем пасту, так как он скрипит. Из волны, скорее всего, тоже, но вот эти два кусочка я отправлю себе 3 вот так в коробочку. А это с этого мы сделаем пасту. Вот такие сегодня 2 сорта были на обзоре. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.